Во второй главе я расскажу вам о доблести. Упраздненное учение. Философы установили, что душа человека обладает 3 различными свойствами, которые являются источниками всякого рода деятельности. Одно из них – это сила разума, в которой заложены начало мысли и способность к различию. Другое – это гневная сила, которая определяет состояние человека и является первопричиной его страстного стремления к возвышению и власти. Третье свойство – это чувственная сила, которая также называется животным началом. Она толкает на поиски пропитания и вызывает непреодолимую потребность в питье, пище и женщинах. Согласно истинным знаниям, приобретенной наукой философии, стремление к повиновению возникает в тех случаях, когда разумное начало находится в равновесии с природой и порывами его души. В тех случаях, когда им соразмерно животное или гневное начало, подчиняющее разум, в душе возникает добродетель отваги, а когда им соответствует движение животного начала, получающего руководство над разумом, возникает добродетель скромности. Когда появляются все эти 3 благодетели и смешиваются друг с другом, наступает состояние покоя, в котором все добродетели проявляются с наибольшим совершенством. Это состояние и называется добродетелью справедливости. Отважным мудрецы называют такого человека, которому присуща сила духа и великая энергия, душевное спокойствие и твердость, терпение и доблесть, скромность, чувство чести и сострадания. Человеку, наделенными этими чертами, всегда возносили хвалы, и благодаря им он занимал высокое положение среди людей. Обычай этот отнюдь не считался постыдным, наоборот, воинские подвиги и победы таких людей воспевали в славословиях и говорили: достоинство мужа в отваге, в храбрости, великодушии и мудрости. А что об этом говорят действующие ученые? Наши господа изволят говорить, что человеку, который ввязывается в опасное предприятие, начинает с другими борьбу или сражение, не избежать одного из 2 исходов. Либо он победит врага и убьет его, либо наоборот. Если он убьет врага, на его голову падет несправедливо пролитая кровь, и поэтому он рано или поздно отправится следом за убитым. Если же враг возьмет вверх, то такому человеку обеспечена дорога в ад. Как поступить разумному человеку, когда каждый из этих 2 путей приводит к такому исходу? Если более убедительное доказательство тому, что следует всюду, где увидишь свадебный пир или музыкальное собрание или вечеринку, обращаться к яствам и сладостей, к нарядам и золоту, взять с собой развратников и мужеловцев, музыкантов и шутов, а туда, где можно столкнуться со стрелами и копьями, под ударами меча, посылает какого-нибудь дурака, внушив ему, что он доблестный муж, герой, побеждающий вражеское войско и отважный рыцарь. Если же этот бедняга пойдет на поле битвы, городские распутники и мужеловцы будут, злорадствуя, трясти задами и приговаривать: удары, стрелы, секир и копий мне не придется глотать, яства и вино и песни больше мне подходят. А когда герои убивают на поле брани, распутники и мужеловцы наблюдают издали и приговаривают: Боже милостливый, живи и радуйся. Человек благоразумный должен в день битвы вспоминать слова богатырей Хорасана, которые изволят говорить: мужи на поле битвы, а мы на сеновал. Без сомнения, ныне витязи и богатыри избрали себе девизом вот такой бейт: своевременное бегство – победа, скакун, уносящий богатырей – вот удача. Об одном юном из фаганца рассказывают, что в пустыне его настиг какой-то монгол и напал на него. Юноша, проявив великолепную находчивость, смиренно сказал: «О, господин, лучше не убивай меня, а используй по-другому». Монгол сжалился над ним и поступил согласно его словам. С помощью этой уловки юноша спасся от смерти. Рассказывают, что он после этого прожил с доброй славой еще 30 лет. Слава счастливому юноше! Эту пословицу словно нарочно сложили для него. Юноша мудрым, обладающим знаниями, подобает сидеть выше стариков.
О, друзья, цените образ жизни и обычаи сих великих. Бедные отцы, чья жизнь прошла в заблуждении и чьи рассудки не усвоили подобных понятий. Аудиорассказы от Эдемы Элай.